Всем привет, друзья! Сегодня поделимся рецептом чизкейка без использования творожного сыра. Готовится он достаточно быстро и без заморочек. Для основы возьмем любое песочное печенье и сливочное масло. Для творожного слоя можно использовать абсолютно любой творог. У нас будет вот такой рассыпчатый и в брикетах. Если использовать только данный творог, то творожный слой получится суховатым. Поэтому для сочности можно добавить сметану или вот такой мягкий творог. Также можете использовать и полностью однородный перетертый творог поплотнее, если в магазинах вашего города такой продают. Также понадобится 4 яйца и около 100 грамм сахара, который будем добавлять постепенно, чтобы масса была лишь слегка сладковатой. Мы взяли 700 грамм рассыпчатого творога и 800 грамм мягкого. Делаем на большую компанию для формы диаметром 22 сантиметра. Вы, конечно же, можете уменьшить количество ингредиентов. Начнем с измельчения печенья. Примерно 250 грамм кладем в емкость блендера и измельчаем в крошку. Печенье можно брать абсолютно любое. Теперь нам понадобится сливочное масло. Мы взяли 150 грамм, но можно было бы и меньше. Около 100 грамм масла было бы достаточно, так как излишки у нас потом вытекли. Растапливаем в микроволновке, добавляем крошку и перемешиваем. Консистенция чем-то напоминает кинетический песок. Масса рыхлая, но если ее сдавить, она будет держать форму. Кольцо для запекания диаметром 22 см застилаем фольгой. Если у вас разъемное кольцо с дном, можно фольгу не использовать. Также можете брать абсолютно любую форму для выпечки. Теперь выкладываем песочную основу и делаем ложкой небольшую возвышенность по краям. Вообще удобнее всего это делать руками. Слой печенья должен получиться не более сантиметра. Если вы уменьшите количество ингредиентов, соответственно, диаметр формы вам нужно будет поменьше. Отправляем в заранее разогретую духовку до 180-200 градусов и выпекаем около 15 минут. Теперь подготавливаем творог. Чем жирнее он будет, тем вкуснее получится чизкейк. Отправляем все в емкость. Мягкий творог или сметана придаст нежность творожной массе. Также добавляем 4 яйца, 100 грамм сахара и совсем чуть-чуть ванилина. Теперь всю массу пробиваем по окружным блендером. Можно оставить вот в таком состоянии, если вы любите комочки творога. Мы хотим, чтобы их было поменьше, поэтому продолжаем пробивать дальше. Если вам удастся купить плотный, уже протертый творог, тогда пирог получится супер нежным. Друзья, в связи с трудностями в работе YouTube, по многочисленным просьбам решили создать также канал на Рутубе. Подписывайтесь на нас, чтобы не потерять. Ссылка будет в описании под видео. Если вы захотите полностью избавиться от комочков творога, тогда можно всю массу протереть через сито или при помощи марли. Вот такая она получилась. По желанию можно добавить ягоды. Мы используем сейчас голубику. Основа выпекалась 10 минут, она еще теплая, и теперь сюда нужно вылить творожную массу. Визуально нам показалось, что творожной массы многовато, поэтому все ее не вносили, а разлили по формочкам. Хотя после выпечки уже стало понятно, что можно было вылить и все в основную большую форму. Теперь ставим в духовку на выпечку при 160 градусов. Спустя 50 минут аккуратно достали маленькие формочки. Получились мини-запеканочки. Они сразу поднялись, а потом упали. Для чизкейков это нормально. Основной пирог выпекался 1 час 15 минут, и теперь показываем его состояние. Сбоку он немного подрумянился, серединка проседает и осталась мягкой. И если подвигать противень, трясется. Так и должно быть, ведь именно до такого состояния выпекается чизкейк. Не нужно доводить до уплотнения и полного подрумянивания поверхности. Температуру мы отключаем, оставляем в духовке с открытой дверкой минут на 15. Потом можно достать. Как видите, он еще мягкий и как желешка. Доставать из формы сейчас нельзя, так как пирог просто развалится. Подождем, пока он немного остынет, а потом поставим в холодильник до полного охлаждения. За это время он осядет.
Серединка у нас треснула из-за быстрого охлаждения, так как скоро должны были прийти гости и нужно было ускорить процесс охлаждения. Поэтому, если хотите целую поверхность, тогда охлаждайте медленно, сразу в духовке, потом просто при комнатной температуре и только потом ставьте в холодильник. Достаем из формы и можно разрезать. Получился очень вкусный творожный домашний пирог, очень похожий на чизкейк. Количество сахара по нашему вкусу идеально. Если любите более сладкую выпечку, добавьте чуть больше. Обязательно приготовьте у себя дома, а своими результатами делитесь в комментариях. Не забудьте, пожалуйста, поставить нам лайк и подписаться на наш канал. И до новых встреч в новых роликах.